Телеканал «Надия» и Школа Библии представляют. На сайт Bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета, книги «Бытие», 6 главы 2 текста. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Роман спрашивает: дочери человеческие – это обычные женщины, но кто такие сыны Божьи? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о дочерях человеческих и сыновьях Божьих. Книга «Бытие», 6 глава и 2 текст. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Вопрос о том, кто такие сыновья Божии, волновал очень многих богословов и интерпретаторов Библии. Было предложено много различных толкований, но одна очень популярная версия гласит следующее, что сыновья Божии на самом деле были никто иные, как ангелы, которые сошли с неба и вступили в сексуальную связь с земными женщинами. В поддержку этой теории, казалось бы, говорят следующие факты. Первое. В 6 главе 4 тексте сказано: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». Слово «исполин», которое используется здесь, на еврейском языке звучит «нефилим» и происходит от еврейского глагола «нафаль», что означает «падать». Таким образом, слово «нефилим» означает «падшие» или «упавшие». Возможно, именно поэтому возникла теория о том, что сыны Божии были как раз падшими ангелами, которые сошли с небес и начали сожительствовать с дочерьми человеческими. Еще одна идея, которая поддерживает, казалось бы, эту концепцию, содержится в книге «Послание Иуды» в 6 тексте. Напоминаю, что это послание содержит всего лишь одну главу. И здесь сказаны такие слова: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Итак, ангелы, которые не сохранили достоинства и которые оставили свое жилище, вроде бы все это каким-то образом согласуется с сыновьями Божьими, которые входили к дочерям человеческим. И, конечно же, надо сказать о том, что данная интерпретация является достаточно древней. Уже в книге Юбилеев, которая является пересказом книги «Бытие» и датируется приблизительно II веком до Рождества Христова, эта концепция уже присутствует. То есть сыны Божии там прямо названы ангелами. И, конечно же, надо сказать, что вообще эта концепция о падших ангелах или ангеле, который приходит на землю и влюбляется в женщину, она очень популярна даже в современном кинематографе. В голливудских фильмах мы очень часто можем встретить подобный сюжет. Однако в этой интерпретации есть несколько слабых звеньев, и об этом нам необходимо сейчас упомянуть. В Евангелии от Матфея, 22 главе и 30 тексте сказано следующее: «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». Таким образом, данный текст говорит о том, что ангелы, по сути, не женятся и не выходят замуж. И поэтому очень странно звучит такая интерпретация, в которой говорится о том, что ангелы сошли на землю и имели связь с женщинами, которые жили на земле. Более того, если говорить о слове «нефалим», о котором уже упоминалось сегодня, то надо сказать, что вот это выражение в 6 главе 4 тексте: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». Слово «исполин», использованное здесь, и, как мы уже сказали, на еврейском языке оно звучит как «нефалим», либо «павший», на самом деле не относится к сыновьям Божьим. Оно относится к детям, которые рождались от союзов между сыновьями Божьими и дочерьми человеческими. Очень часто слово «исполины» интерпретируют как люди, которые были очень и очень сильными. И это объясняется тем, что они рождались от союза между ангелами и земными женщинами.
Но на самом деле, как мы уже отметили, слово «исполин» — это слово «падший». И здесь оно, скорее всего, употреблено «падший» в моральном смысле, то есть тот, который морально упал. Также говорится о том, что это были воины, сильные люди. И вот это слово «сильное» — это еврейское слово «гибор». Гибор — это человек, который участвует в битвах, в сражениях. Таким образом, говорится о том, что это были люди, которые, возможно, убивали других, принимали участие в каких-то других военных конфликтах. И также еще одна характеристика, которая использована здесь, это издревле славные люди. На еврейском языке эта фраза звучит «люди имени». Подобную характеристику дает также книга Бытие, 11 глава, строителям Вавилонской башни. «И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя». И в данном случае эта характеристика явно негативная, что позволяет сказать, что и люди, о которых говорится в 6 главе книги Бытие, также охарактеризованы негативно. Таким образом, мы видим, что ангелы Божии не могут быть сыновьями Божьими, о которых говорит речь в 6 главе книги Бытие. Тогда возникает вопрос, кто же такие сыновья Божии? Об этом мы узнаем после короткого перерыва. Напоминаю, сегодня мы говорим о дочерях человеческих и сыновьях Божьих. Текст, над которым мы размышляем, записан в 6 главе книги Бытие. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Мы уже выяснили, что сыны Божии — это не ангелы. А теперь давайте попробуем разобраться, кто же это такие. Для этого давайте рассмотрим всю эту историю в контексте. Если мы перелистнем несколько страниц назад, то увидим, что 3 глава книги Бытие повествует о первом грехопадении, которое случилось на нашей планете. 4 глава книги Бытие повествует о первом убийстве, которое произошло на нашей земле. После этого образовалось 2 линии людей, или человечество разделилось на 2 линии. Это линия Каина, линия грешников, люди, которые все дальше и дальше уходили от Бога, и линия Сифа, это линия праведника. 4 и 5 главы книги Бытие представляют 2 родословные. Одна — это родословная Каина, и вторая — это родословная Сифа. Интересно то, что имена в обоих родословных очень похожи. И также очень важно, что обе родословные, они акцентируют внимание на 7-м потомке. 7-м потомке после Каина и 7-м потомке после Адама. 7-й потомок Адама — это был Енох, который проповедовал о грядущем суде и который единственный в то время был взят живым на небо. 7-й потомок после Каина — это Ламех. Ламех, который был убийцей и который даже хвастается тем, что он совершил убийство. Таким образом, автор противопоставляет эти 2 родословные. 5 глава заканчивается историей о Ное, во времена которого земля должна была найти некоторый покой. А дальше автор вставляет историю о сыновьях Божьих и дочерях человеческих. Причем интересно то, что эта история имеет ряд параллелей с историей грехопадения Евы. Автор использует 3 ключевых слова в обоих случаях. Это слово «увидеть», слово «красивый» или «хороший» и слово «брать» или «взять». Я зачитаю. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые или хорошие, и брали их себе в жены». В истории Евы мы встречаем то же самое, 3 глава, 6 текст. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и взяла плодов его». Таким образом, автор хочет подчеркнуть, что поступок сыновей Божьих в этом тексте, он очень похож или идентичный с тем, что сделала Ева. Таким образом, мы видим, что грехопадение как будто бы повторяется опять. А теперь давайте сделаем некоторые выводы. Что мы имеем? Автор говорит о 2 линиях, на которых разделилось человечество. Это линия Каина и линия Адама, либо линия Сифа. Одна линия — это линия праведников, а другая линия — это линия грешников. Но вот наступает время, когда эти праведники вдруг куда-то исчезли.
Они просто перестали существовать, потому что во времена Ноя сказано, что земля наполнилась злодеяниями, и Господь говорит о том, что помышление сердец всех людей — это зло во всякое время. И вот куда делись эти праведники? 6 глава книги «Бытие» отвечает на этот вопрос. Если мы предположим, что сыны Божии — это представители рода Сифа или рода праведников, а дочери человеческие — это представители рода Каина, либо рода грешников, то тогда все становится на свои места. Автор хочет нам рассказать о том, куда делась эта линия праведников, которая жила на земле. С того времени, когда сыны Божии, то есть представители праведной линии, начали соединяться с дочерьми человеческими, то есть с грешниками, у них начали рождаться исполины, или другими словами, падшие люди. Новое поколение людей, которое родилось, уже не было праведным. Это были люди, которые участвовали в войнах, люди, которые хотели сами сделать себе имя. Итак, 6 глава объясняет, куда же делась линия праведников, которые существовали от Адама до Ноя, и почему Господу пришлось уничтожить эту землю. Итак, мы пришли к выводу о том, что на самом деле сыновья Божии — это не ангелы, а потомки Сифа. Но данная история имеет еще один важный урок для всех нас. Библия очень часто предупреждает нас о том, что то общество, в котором мы живем, может очень негативно влиять на нас. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе 33 тексте говорит: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Итак, давайте будем более тщательными в выборе круга своего общения, и особенно тех, с кем мы хотели бы связать свою жизнь.